Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада: его истинное отношение к тебе, маска и реальность. Рассмотрим сегодня отношение загаданного вами мужчины, какого-то конкретного, к вам. То, что он транслирует, да, пытается вам показать, и то, что на самом деле испытывает. Да, какие эмоции его там накрывают, может быть, по ночам даже, когда он скрыт от всех. Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации этого мужчины, загаданного вами прекрасного. В конце расклада будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Также, если вам нужно, пожалуйста, присылайте вопросы, на которые хотели бы услышать ответ профессионального психолога. Обязательно всем отвечу. Вы получите ответы в моих видеоконсультациях. Итак, подумайте, пожалуйста, о мужчине, на которого вы хотели бы посмотреть, сделать этот расклад. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя. Кем же он хочет казаться и кто он есть на самом деле. Мы часто влюбляемся в образ, который мужчина транслирует вовне. Его маска может быть безупречной. Образ какого-то, может быть, недоступного героя. Или вечного шутника-балагура, да? Или холодного циника. Загадочного такого, ледяного. Но что, если эта маска — это всего лишь способ защиты от той глубины чувств, которую вы в нем пробуждаете? Давайте посмотрим, что же там на самом деле творится. Что с ним происходит и что с ним творится, да? Первое. Его маска, да, что он демонстрирует сейчас. Его социальная роль в отношениях. Девочки, я живую сигнификацию не сделала. Так, вы подумали об этом мужчине прекрасном, да? Его сигнификация у нас. Ух ты, что-то сразу токсично. Ух ты, боже мой, какие карты, бог ты мой. А тут, девочки, у мужчины коса на камень с вами, скорее всего, нашла. А мужчина очень яркий, харизматичный, привлекательный, сексуальный. Мужчина солнышко, смотрите карты какие: солнце, павлин, дьявол. Офигеть, такое комбо, тут 3 в одном. Ну, давайте так. Мужчина действительно тут в любой компании его ждут с распростертыми объятиями. Он может быть очень общительный, у него море друзей, может быть, так называемых друзей, да. Почему это говорю? Потому что он тут мастерски может использовать людей, в принципе, но он тут и сам может быть полезен многим. Мне вот так идет. По карте павлин знает себе цену, умеет свои достоинства так, знаете, преподнести, сделать акцент на них, что ты автоматически вот вообще воспринимаешь его как одно сплошное достоинство, влюбляешься. Тут он таким каким-то обладает прям магнетизмом, знаете, рядом дьявол еще и солнце. Честно говоря, тут какую бы он дичь ни творил, очень часто трудно на него обижаться. Еще какое-то время ты можешь там что-то пытаться проанализировать, а потом просто вот этот какой-то магнетизм, он тебя с ног сбивает его, и ты уже не понимаешь, где он искренен, этот человек, где маска, где настоящий. Тут вообще я понимаю, почему вам хотелось бы разобраться, потому что тут, ой, тут сам по себе такой мужчина, как-то очень противоречивая личность. Ну ладно, сексуальная жизнь имеет для него огромное значение. Он сексуально привлекательный, он об этом знает, он знает, где в моменте там может даже проманипулировать, отстраниться, где быть холодным, да, где дистанцию держать, где наоборот, вот по этому солнышку улыбаться, комплименты говорить. Умеет, девочки, тут чуть-чуть сюда, туда. Ну, в первую очередь свои потребности закрывает по этой карте этот павлин, да. Тут есть 100% негативный какой-то шлейф, может, из разбитых сердец в прошлом, из каких-то не очень красивых историй, но он это может так закамуфлировать. Вы об этом или в принципе никогда не узнаете, или же потом уже со временем всплывает какая-то
информация, да, может, некрасивых его поступках, так скажем, да, или же он сам себя проявляет очень как-то некрасиво. И вы потом подофигеваете, думаете, бог ты мой, если бы я знала это все о тебе раньше, я бы в жизни там не подпустила к себе или не стала с тобой сближаться в принципе. Но уже поздно, уже влюбляешься во всю. Он тут как большой ребенок, может быть довольно-таки эгоистичным. Тут все вот эти вот качества его, вот эгоизм, тут все утраивается, все его харизма, его вот это вот по солнышку, чувство юмора, где-то умение расположить к всему, это тоже утраивается. Тут такой мужчина с таким потенциалом, знаете, если он нигде не в политике, он упускает свои возможности. Тут у него как будто бы очень социальная личность, такая какая-то, знаете, он умело может манипулировать общественным мнением, приспосабливать. Тут даже не то, что он приспосабливается, я вам хочу сказать, он заставляет людей приспосабливаться к нему. Вот тут люди будут еще вынуждены приспосабливаться. Вот как он решил какую вот вести игру, вот он правила игры устанавливает. Мне так идет. Но, опять-таки, я вам хочу сказать, тут с вами вышла какая-то у него накладочка, как в зеркало, где-то смотрится. В чем? Не в том, что вы похожи, а тут он почувствовал свою родную душу. Это то, что, может быть, он себе там гасил уже 1000 лет, и он даже не задумывался о том, что вот его душа может как-то отреагировать на другого человека. Как-то. А тут мне показано, мужчина подзавис, где-то вы для него непонятны, где-то вы, может быть, для него как белая ворона, где-то какие-то ваши проявления нестандартные, он не привык таких проявлений от женщин, ну, считывать, поучать, трудно вас классифицировать, да, в какую-то, вот, вот, разложить по полочкам, там, коллега, там, уж не знаю, там, любовница, архетип жены, архетип, ну, подруга, уж не знаю, еще что-нибудь. Тут как бы зоопарка с этим вышла какая-то, не знаю. Ладно, девочки, я не удивлюсь, если у кого-то из вас очень с ним тяжелые взаимоотношения. Тут, во-первых, очень много вопросов, мало ответов. Он сам по себе такой, повторюсь, еще противоречивый, он разный может быть. Один момент он может быть как солнышко сиять, тут улыбаться, быть харизматичным. Таким вам кажется, боже мой, я этого мужчину ждала всю свою жизнь. На следующий день он по дьяволу может от вас отстраниться, показательно с кем-то флиртовать, тем самым тут показано дьяволом и созависимые отношения, манипуляции. Это вот у него оно на уровне даже, знаете, это не буду говорить, что он тут там пикапу какому-то обучался, манипулятивным техникам, хотя я не удивлюсь, если он об этом все знает. Может быть, даже автоматом он это все применяет. Но это у него даже как-то естественно выходит. Может, он с детства даже такой, да, вот он знал о себе вот эти вот какие-то качельки, он умеет устраивать эмоциональные, привязывая к себе. Но тут мужчина стал и заложником вот какой-то ситуации. Он сам мог попасть в собственный капкан расставленный, вот так вот. У многих это вот эта карта проигрывается близнецовые пламена, у кого-то проигрываются кармические партнеры. То есть тут мужчина мог сам наступить на собственные эти, ну, как вам сказать, попасть в силки в собственные. Вот он так как-то выстраивал взаимоотношения и стал жертвой этих же взаимоотношений. Мог неожиданно подрубиться, мог неожиданно увидеть в вас какие-то такие проявления, да, как будто бы, ага, а она понимает, что я сейчас делаю, она понимает суть этих манипуляций, она меня считывает, она дала мне какую-то такую реакцию, которая нестандартная, другие так женщины себя не вели. Вот что-то тут такое. И мне показана карта токсичность. Он страдает на самом деле от этого. Вот, для него тут знак вопроса отношения с вами. Он не понимает до конца, что это, для чего это. Тут 100%. Учителя кармические какие-то друг для друга. У кого-то действительно как близнецовые пламена идут. Но тут очень тяжело с этим человеком. Тут настолько тяжело это все. И в конце показана карта, человек сам попал в собственные, как вот, силки западню. Тут ребенок сидит, плачет на ступеньках, коленки сбиты, да, штаны разорваны. По факту результат, который он там получил, это совершенно не то, на что он рассчитывал. Ну, во взаимоотношениях с вами или
принципе какие-то результаты его сейчас не устраивают. Но рядом карта созависимых отношений, поэтому, скорее всего, это о взаимоотношениях. Это его состояние. Но он скрывает это. Вот, видите, по карте замок, это тайна за 7 печатями, как говорится. Он, опять-таки, внешне показывает холод, все у меня под контролем, вообще я железобетонный какой-то, ледяная статуя, никаких у меня эмоций нет. Но вот за вот этой вот маской, за этим фасадом скрывается вот такой ребенок раненый где-то. Он почувствовался очень уязвимым. Почему? Сглазили, говорит. Ну вот смотрите, опять, как будто бы человек рассчитывал на одно, тут карта подарок, смотрите, какая карта. Вот такой подарочек получить, а из этого подарочка тут неожиданно выпрыгнул злобный клоун. Форс-мажор, что-то пошло не так, и, говорю, сглазили, может быть, ведьма какая-то встретилась. Ну, судя по всему, тут задумка высших сил, через вас его чему-то тут обучают, подводят какой-либо, не знаю уж, мудрой мысли, которая должна у него родиться, да, вот уроки какие-то он должен пройти. Вот такая сигнификация этого мужчины у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Первое, что он демонстрирует сейчас, его социальная роль в отношениях. Что он демонстрирует сейчас, социальная роль во взаимоотношениях. Следующее, его подлинное эмоциональное состояние и отношение к тебе. Но там мы уже видели подлинное состояние. Это ребенок, который плачет горько, на лестнице сидит. Но давайте уточним еще. Его подлинное эмоциональное состояние, отношение к тебе. Следующее. Почему он не может быть собой? Его страхи, прошлый опыт или гордость. Подозреваю, там все вместе. К чему на самом деле стремиться в отношениях с тобой? Это тоже очень важно. На самом деле, к чему стремиться? Доминировать, контролировать, открыться, подружиться, да, организмами. Так, стоит ли тебе срывать с него вот эту маску, которую он носит? Или подождать, пока он сам ее снимет, деликатно, да? Ждем какого-то момента, смотрим. Совет вам. Я знаю о том, что ты знаешь, что я знаю, да? Так, давайте. Что он демонстрирует сейчас? Его социальная роль в отношениях. Ой, бог ты мой, девочки. Ой, мамочки, какие тут карты. Что он демонстрирует сейчас? Смотрите, с одной стороны, то солнышко, которое на него выходило. О, я цвету и пахну. Я тут солнце, которое сияет для всех. Может быть веселым, общительным. Коммуникация легко со всеми там входит, завязывает разговоры. Семьянин сразу первое. И в семье у меня все хорошо. И карта дом. И ух ты, влюбленные леса, кладбище. Офигеть, о чем это? Вот первая у меня карта идет. Семьянин тут прилежный, добропорядочный. По солнышку может быть забота о детях, кстати, тоже. Если есть ребенок, вот все туда, как-то акцент на, может, потребности ребенка, в доме все. Но тут же карта влюбленные. Знаете как, с одной стороны семьянин, с другой стороны вот социальная роль в отношениях может тут показывать по влюбленным, допустим, это какой-то флирт, да, с кем-то, хитрость тут. То есть при том, что 100% семья, он не скрывает, допустим, что он там не свободен. При этом он такой может быть, знаете, как лазеечку оставлять и давать понять, что в принципе, может быть, как бы и возможно какие-то взаимоотношения,
но это не в открытую, как будто бы. Все равно на первом месте вот тут статус, вот положение, тут вот семьянин, вот это все. А по влюбленным все равно вот и хитрость, и лиса, это какая-то вот такая вот, какой-то такой нюанс, знаете, что флирт этот на самом деле может перейти в какую-то, ну, за какую-то грань, за какие-то рамки. Вот все равно как-то оставляет вот эту лазеечку. Ну, что-то тут такое. Но при этом, если женщина, мне так вот идет, если женщина будет сама дальше проявляться слишком активно, тут он по карте, тут это кладбище, как будто может резко обрубить. Или типа, да нет, я не это имел в виду, да что ты себе напридумывала. Ну, то есть какая-то игра тут, вот такая вот, знаете, ближе, дальше, манипуляция, вот такой вот, как будто бы вот, я сам буду управлять, типа, ситуацией, я сам. Самое главное, чтобы вот это вот, какая-то там, может быть, барышня не сорвалась с крючка, вот как будто бы вовремя так вот, и к себе не слишком приближать, дабы тут кто-то не претендовал на изменение его статуса, да, вот там семьянина, добропорядочного, что-то такое, как будто бы подальше от семьи держать, но в то же время создавать у женщины тут такую какую-то иллюзию того, что, ну, мне интересно, давай дальше пообщаемся, посмотрим, к чему наши взаимоотношения могут привести. Тут какая-то такая хитрость, вот тут вот лисичка. При этом человек вот все контролирует, контролер. Тут он не позволит никому управлять собственной жизнью или по чьим-то правилам, как будто бы нет, будет только по-моему все. Смотрим. Его подлинное эмоциональное состояние и отношение к тебе. Ой, а к вам нежность. Смотрите, какие карты. Нежность. Она ведьма. Ведьма, которая дала мне почувствовать, что я одинок без нее. Ну, вполне возможно, ощущение с вами было моя родная душа. Вот эта карта, девочки, это... Сейчас. Это даже не о страсти, не о сексе. Это душа его к вам тянется. Это то, знаете, как в 15 лет, вот какое-то такое чистое, 15-16 лет, искреннее какое-то чистое такое чувство, когда ты еще без опыта, когда ты еще не боишься обжечься, да, вот какие-то такие эмоции, вот полудетские даже, я имею в виду в сравнении, там уже страсти, когда кипят, когда уже там ревность какая-то, там присоединяется уже негативный опыт, а тут еще ну такое какое-то чистое пронзительное чувство. Вот, так вот его истинное эмоциональное состояние, отношение к вам, вот это вот такая какая-то вот нежность, оно что такое родное, вот трогательное, как будто его не похоже ни на кого. Тут что-то такое, его это очень трудно сохранить, легко сломать, вот это вот все. Какой-то порыв души. Вот. Желание так вас обнять, прижать к себе. Ну тут поцелуй, да, тут объятие, поцелуй. Истинное отношение. Но при этом карта ведьма ведущая. Тут у него какое-то такое состояние, он говорит о том, что это в ней что-то такое есть ведьмовское. Это она меня как причаровала, околдовала. Может, считает вас там какой-то такой. Женщина, которая что увлекается психологией, или также может какие-то манипуляции применять, это все сюда. Но вот вы дали ему прочувствовать, знаете, как будто бы с ней я был вот, может, как одним чем-то единым целым, а без нее одиночество. Так, отношение к вам, смотрите, мне одиноко без тебя, я хотел бы к тебе прискакать, карта всадник, это в первую очередь страсть, да, вот обнять, поцеловать, прижать к себе. Но при этом карта сделка тут с дьяволом и карта гроб. При этом же ощущение того, что да, я к ней прискочу, я там заключу ее в объятия. Но это же нужно заключать какую-то сделку. А она уже понимает, она ведьма ведающая, она понимает, что сделка тут такая, знаете, как будто бы внизу прописано мелким шрифтом то, что другие могут не прочесть, а она это прочтет, а она на этом сделает акцент. Она это увидит. То есть тут сделка, видите, человеческая рука и рука дьявола, когти черные такие. То есть прискакать-то я к ней хочу, но я не могу ей что-то такое предложить в принципе, то, что ее устроит. Поэтому карта гроб. Ну, поэтому смысл там к ней прискакать, дабы предложить то, за что она меня пошлет в эротические дали, да,
и в принципе скажет: дорогой, да нет, сам бы ты тоже на такие не соглашался условия. Ты что такое? Так, почему он не может быть с тобой? Ну, не знаю, даже тут не так. Почему он не может быть самим собой, да? Причина этой игры. У него там страхи, прошлый опыт, может, гордость, что у него. Ну, основной, почему он не может быть самим собой, он сам по себе хамелеон, он разный. Он привык уже приспосабливаться, в воздухе переобуваться. Опять-таки, и вашим, и нашим, может сидеть на нескольких стульчиках. Вот смотрите, хамелеон карта, да, он уже сам запутался, он уже сам не знает на самом деле, какой он. Вот именно, что вы для него являетесь каким-то триггером, который неожиданно разбудоражил там вот его душу, и он даже не готов был, скорее всего, к тому, что он может такие испытывать эмоции, то, что он к вам испытывает. Его это, скорее всего, обескуражило даже. Так, почему не может быть собой? Хамелеон, а тут карта баланс. Он привык держать все под контролем, баланс. Скорее привык тут, если он там в семье, то может позволять себе какие-то, допустим, вольности, шалости, но при этом это не должно за какие-то рамки выходить, это не должно угрожать типа его статусу или в принципе как будто бы, ну, повторюсь, он как будто привык все контролировать. Так, диссонанс, борьба, ожидание, сглаз. Опять мне вышел сглаз с другой колоды. Очень интересно. Он как будто бы думает: меня сглазили, это ведьма, это пошло что-то не так, как я планировал. Почему он не может быть собой? Почему? Ну, потому что тут, в принципе, у него жизнь его, он как бы наладил уже, он уже знает, он выбрал какую-то вот там по жизни линию поведения. Хамелеон приспосабливается, нюансы какие-то учитывает, баланс, держит этот баланс, не заваливается особо ни в одну сторону. А для него проявление к вам это диссонанс, это борьба, вот тут карта борьба с самим собой. При этом, ну, ожидания какие-то у него феерические там есть, он чего-то он ждал, о чем-то мечтал, может быть, ну, в взаимоотношениях с вами, как оно все сложится, он видел это все, но карта с глаз, как будто бы, повторюсь, все накрылось медным тазом. Тут он не учел какой-то фактор, то ли вашу какую-то индивидуальность, да, ваши какие-то проявления, ваше видение, может, взаимоотношений. В принципе, может, не учел того, что для чего высшие силы вас с ним свели, да, может, он это рассматривал исключительно, ну, с позиции потребительства. Вот встретилась такая девушка интересная, да, почему бы и нет, ну, какой-то алгоритм привычный, а тут, повторюсь, что-то как-то его забыли спросить, да, высшие силы, как он хотел бы, чтобы это все выглядело и как это воплощалось все в реальность. Может быть, вас даже отвели от него, уберегли от более каких-то болезненных сценариев в будущем, вы понимаете, да, то, что вы там восприняли, может, как болезненную какую-то неудачу, разочарование, может, вас наоборот, повторюсь, уберегли от еще больше каких-то разочарований. Да, если вас на время развели или навсегда, это совершенно не значит, что там вы там чего-то, чем-то вы не такая, да, или для него не такая. Может быть, он не такой для вас. Вы поняли, да, мою мысль. Так. Почему не может быть собой? Страхи, прошлый опыт, гордость. Гордость. Ну, гордость, тут страх, 100%. Страх того, что выйдет из-под контроля у него. Все, страх того, что в принципе я не хочу в этом дисбалансе находиться. Я тут столько сил приложил для того, чтобы в моей жизни все было более-менее как-то по полочкам, все упорядочено, и я понимал, куда я движусь и как мне дальше проявляться, а тут что-то, ну, страхи.
страхи и не совсем понимание того, чего от вас ждать. Все-таки вы для него тут не прочитанная книга. Ему интересно, и с другой стороны страшно. О. Следующее. К чему он на самом деле стремится в отношениях с тобой? Ой, смотрите, сразу первая карта такие классные. Это надежда на то, что у нас будут лучшие времена. Вот как вот корабль влетает. Это что-то такое классное влетает. Ветер перемен. Что-то новое у нас на пороге. Наши какие-то шансы. Карта счастья. К чему он на самом деле стремится в отношениях с тобой? Тут у меня карта крысы вышла вот с этой стороны. А тут карта динозавр в прошлое. Он помнит все классное, то, что было в прошлом, свое ощущение рядом с вами, счастье вот в прошлом. Он хотел бы вот это вот ощущение счастья вернуть. Может какие-то, может быть, времена такие, когда еще не было. Тут по карте крысы это какие-то у кого-то предательство, у кого-то карта крысы, подставы, манипуляция, двойные какие-то стандарты, может быть, всплыла какая-то неискренность, опять-таки, что-то тут произошло между вами, то, что омрачило вот эти вот классные воспоминания. Как будто бы есть вот до и есть после. Так вот, он бы хотел вернуть то, что было до, может быть, каких-то ваших то ли взаимоотношений, то ли, опять-таки, до того, когда там точки над «и» расставили. А тут какая-то ситуация такая вот, ну, крысы, ничего хорошего. Крысы это предательство, это подлость, это манипуляция, это обесценивание там вашей любви, вашей нежности. Вот тут вот что-то такое, как будто могло это произойти, и это вот какая-то ситуация, она по карте привидения, она его преследует. Ой, вот повторюсь, есть вот такие какие-то яркие воспоминания о том, как было классно, и потом, что случилось потом. Вот человек понимает, что хотел бы вот это вот вернуть, но как это вернуть, если тут уже это все омрачено? Как будто бы шансы или исковерканы, или не взяты, вообще не, или не экологично они использованы, эти шансы на счастье, или вообще не рискнул. Тут что-то такое вот. Хотелось бы вот чисто теоретически вот так, как раньше. По карте динозаврики, давным-давно вот эти эмоции испытывать, счастье, в общем, какой-то такой наполненный, весь такой в эйфории, классный, тут прям смеется, радуется, может быть, от взаимодействия с вами. Так, у кого-то вот эти вот какие-то его проявления, это связаны карта дерева, это может быть с его семьей, в принципе, может с вашими надеждами построить с ним семью, да, не получилось. У кого-то и деток вы от него хотели. Следующее. Стоит ли тебе срывать с него эту маску или подождать, пока он снимет ее сам? Ой, ну вот смотрите, человек держит за спиной кинжал и павлин. И он весь в страхах, и вы для него непонятны, царевна. Ну, девочки, я даже не знаю, вряд ли тут стоит с него срывать эту маску, потому как, знаете, а толку, честно вам скажу. Ну, он настолько тут запутался, настолько он тут, мне кажется, еще долго будет пребывать в таком каком-то состоянии. Может, сам себе доказывает. Я все сделал правильно, я по-другому не мог. Карта павлин, он как будто бы сам себя оправдывает. Это как адвокат дьявола. Свои какие-то поступки, видите, этот мужчина держит за спиной этот кинжал. То есть изначально, то ли в отношениях с вами у него были какие-то там вторичные выгоды, но даже не в этом дело. Он скрывал что-то, умалчивал о чем-либо, использовал вас. Давайте так, скажу, вот как я это вижу. Не договаривал о чем-либо. Осознанно человек это делал. Может быть, если бы он рассказал о чем-то, показал бы себя вот таким, вы в жизни бы его к себе не подпустили. Или бы не привязались бы так к нему. Вот тут об этом. И он такой есть, он это понимает, и он изначально так себя вел. И тут просто история о том, что какую маску скрывать, зачем?
Он тут в этих страхах каких-то находится, он должен это прожить по черной кошечке. Он и вам не доверяет особо, он до конца не понимает цель, может, ваших проявлений, появления в его жизни. Вот даже вот так, вот даже как-то так. Тут больше подождать. Ну, тут точно самой не проявляться, больше вам акцент сделать тут опять-таки на себе. Тут вам жить вашей какой-то яркой, наполненной жизнью. У кого-то прям дать возможность этому мужчине и выйти из этих страхов. Тут он сейчас, может, с головой уходит в работу, в заработок. Может быть, даже человек пыжится. Он может быть очень ресурсным, тут и талантливый может быть, но он как будто бы доказывает и себе, и всему миру: я могу себе тут позволить что-то. Такое ощущение, как будто бы рядом с ним могут находиться какие-то, может, более реализованные, может, люди, может быть, это там, опять-таки, как пример для него, там, у кого-то это коллеги по работе, у кого-то это, в принципе, круг общения какой-то такой, вот, у него какой-то есть типа а-ля образец. Тут материалка, очень много для него значит материалка. И он хотел бы даже и себе, этим людям, как доказать, что я могу себе тоже позволить что-то, то, что эти люди могут позволить себе. Допустим, если он может себе позволить там, не знаю, какую-то моторную лодку, да, а у его тут этих, каких-то знакомых, назовем это так, тут не друзья, тут скорее как знакомых, круг общения, может, в круг общения которых он хотел бы войти, быть частью этого социума. Допустим, они себе там позволяют, могут позволить яхту, да, купить, то он тоже себе может вот купить, это я утрирую, эту какую-то яхту, которую ему вообще непосредством не содержать, и он ее, в принципе, изначально у него особо нет средств ее себе приобрести. Тут что-то такое вот это прослеживается. И потом, опять-таки, он может тут вплоть до того, что внешне показывать атрибуты роскошной жизни. Я вот и то могу себе позволить, и то, там, отдых на каких-то там Карибах, Багамах, еще на чем-нибудь, на Луне, на Марсе. Покупки какие-то такие, опять-таки, как будто бы я чуть ли не к элите какой-то могу принадлежать, но на самом деле карта в лошадь. Он будет потом пахать на 3, на 4, на 5 работах до изнеможения, дабы вот эти вот закрыть у кого-то, кредиты, не кредиты, вот как-то, дабы вот эту вот какую-то дыру в финансах вот закрыть. Потому что тут не совсем он по своим, как вам сказать, по ресурсам, как будто бы расходы могут превышать доходы. Вот мне что-то так, я не знаю почему, но мне так вот. И тут он как вот в каком-то вот таком вот как замкнутом цикле находится. Ему нужно самому из этого выйти всего. Может быть, сейчас доказать самому себе, этим каким-то людям. Тут как будто своя ценность. Вот тут через материалку он доказывает, что я могу, я ресурсный, я и то, я реализован. Наверное, так для него сейчас это важно. Поэтому тут какие-то попытки ваши срывать с него маску или выяснять отношения, это вообще в никуда. Тут мужчина должен сам осознать, что для него является важным, что для него в приоритете. И сейчас как будто у него голова чуть другим занята, девочки. Маска, которую он носит, это не попытка обмана, а его психологическая броня. Поэтому научитесь, наверное, к этому так относиться. Это его защита. В реальности его отношение к вам может быть, на самом деле, гораздо глубже, чем он решается показать. Но вот этот страх уязвимости заставляет его играть роль отстраненного или холодного человека. Он защищается не от вас, а от собственных чувств, которые он не может контролировать. Но он пытается их контролировать, девочки. И он пока не готов вас подпускать к себе ближе, абсолютно. Поэтому, мои хорошие, живите своей яркой, наполненной жизнью, да, и думайте больше о себе. Все, спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.